Ноутбук от бренда Apple, который оснащен дисплеем Liquid Retina XDR с диагональю 16,2 дюйма и пиковой яркостью 1600 кандел на метр квадратный. 10-ядерным чипом M1, 16-ядерным графическим процессором, также он имеет алюминиевый корпус, систему из 6 динамиков, 3 порта Thunderbolt 4 USB-C, встроенный датчик Touch ID, отличную операционную систему с большим количеством настроек, качественно реализованную экосистему и, как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о ноутбуке под названием Apple MacBook Pro 16 M1 2021 года, который я купил себе для того, чтобы использовать в путешествиях. Как вы знаете, у меня один ноутбук есть, MacBook, катаю я сейчас с Alienware, и это крайне неудобно. И вот этот ноут, по идее, мне должен заменить основной ноутбук для переезда или поездок. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Но перед началом напоминаю, что 7 обзоров в неделю я выгружаю, плюс разыгрываю ежемесячно по одному смартфону. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить осмысленный комментарий больше 5 слов и в комментарии указать свое имя в телеге, либо указать ваше имя в телеграме в описании к вашему YouTube каналу. Подписки у вас, разумеется, должны быть открыты, и вы автоматически в розыгрыше. Если выиграете, напишу. Не обязательно на стрим приходить. Начнем. Данная модель пришла мне в 2 коробках. Внешняя коробка выполнена из обыкновенного картона, основная из плотного картона. Выглядит упаковка стандартно для Apple. На ней есть изображение и краткие характеристики модели. Упаковка отличная. В комплекте мы имеем сам ноутбук, руководство пользователя с наклейками, блок питания на 140 Вт и плетеный кабель для зарядки с USB-A на MagSafe 3 длиной в 2 метра. Вес ноутбука составляет 2 кг 141 грамма, габариты 355 на 249 на 16,8 мм. Приобрести эту модель можно в серебристой и расцветке серый космос. Корпус выполнен из переработанного алюминия. К слову, за рубежом его приобрести довольно сложно. Фактически, то, что в России на складах он остался, это классно. Качество материалов топовое, корпус тактильно приятный и не марки. Если сравнивать с алюминиевыми корпусами ноутбуков других производителей, то на данный момент такого качества, как у макбуков, я еще не встречал. Хотя, как вы видели, на канале уже много ноутов, я их специально скупаю для того, чтобы примерно понимать, кто сейчас лучший по соотношению цена-качество. По дизайну все стандартно. Минимализм и зеркальное яблоко с тиснением на крышке ноутбука. Собрана модель качественно, каких-либо зазоров или чего-то подобного я не обнаружил. Открыть одной рукой можно ноутбук без проблем. Отмечу, что и захлопывается ноутбук аккуратно и мягко. Но вот открывается экран только до 135 градусов, а в целом для 16-дюймового ноутбука это нормально, но мы привыкли уже видеть 180, правда? Далее, по интерфейсам мы имеем разъем под карты SDXC, что для меня безумно удобно и важно, HDMI, гнездо под наушники на 3,5 мм, разъем питания MagSafe 3 порта USB-C, которые поддерживают зарядку, DisplayPort, USB 4 и Thunderbolt версии 4. К данной модели можно подключать до 2 мониторов с разрешением 6К и частотой обновления в 60 Гц. Также можно выводить изображение на один монитор в 4К и частотой обновления 60 Гц через HDMI или другими способами. На различные мониторы, к примеру, через адаптеры. Далее, клавиатура без цифрового блока с урезанными клавишами. Из плюсов клавиатура имеет подсветку с автоматической регулировкой яркости в зависимости от освещения, что очень удобно. Но вот клавиш для ручной регулировки яркости нет. Можно зайти в настройки и настроить работу клавиатуры. Проще бы было прямо с клавы яркость менять. Ход клавиш приятный, звук постукивания мягкий, печатать на данной клавиатуре удобно. Но лично для меня клавиша Enter маловато. Что касается трекпада Force Touch, он достаточно большой, 160 на 99,5 мм. Выполнен он из стекла и поддерживает нажатие с усилием, ускоренные действия, рисование с учетом силы нажатия и жесты мультитач. В использовании он очень удобный. Опять же, я пользовался ноутбуками не от Apple, у которых тоже были хорошие трекпады, но вот они были не настолько хорошо реализованы, как этот. Далее, для вывода звука используется система из 6 динамиков с поддержкой пространственного аудио, технологии Dolby Atmos и пространственного аудио с динамическим отслеживанием положения головы в паре с наушниками от Apple. Звучание объемное и качественное, громкости достаточно для просмотра фильмов, роликов, игр, работы, для небольших презентаций не только. К достоинствам также могу отнести систему из 3 направленных микрофонов, так как запись звука отлична, учитывая, что это встроенные микро, а также встроенный в кнопку питания Touch ID, который отрабатывает быстро и корректно, но вот Face ID, кстати, нет. Про камеру FaceTime в 1080p говорить особо нечего, она выдает хорошую картинку, но не топовую, я ожидал слегка большего от нее. С другой стороны, подобного качества более чем достаточно для
для видеозвонков или конференций. Летим дальше. Дисплей здесь Liquid Retina XDR с диагональю 16,2 дюйма. За него я его и купил. Разрешение 3456 на 2234 пикселя, 254 пикселя на дюйм и адаптивная частота обновления экрана с технологией ProMotion до 120 Гц. Также экран имеет соотношение сторон 16 к 10, контрастность 1 миллион к 1, поддержку 1 миллиарда цветов и технологию True Tone. Яркость по моим тестам на 100% с настройкой Apple XDR Display P3 от 460 до 500 люкс. Пиковое значение с искусственным светом мне не удалось получить, но по заявлению производителя это 1600 кандел на метр квадратный. Экран, как вы уже поняли, с глянцевым покрытием, но с антибликовым эффектом. Рамки не громадные, раздражает только челка. В остальном углы обзора отличные, при прямом попадании света яркости достаточно, даже с учетом того, что есть легкие блики. В остальном экран отлично подходит для работы с изображениями, иллюстрациями, цветокоррекцией и так далее. При этом в сценарии повседневного использования глаза от экрана не устают как при хорошем освещении, так и в темноте. Перейдем к железу. Работает ноутбук на чипе M1 Pro. Он имеет 8 ядер производительности, 2 ядра эффективности и базовую частоту в 3,2 ГГц. Также установлен 16-ядерный графический процессор и 16-ядерная система Neural Engine. Оперативная память на 16 или 32 гигабайта. Накопитель доступен на 512 гигабайт, 1, 2, 4 или 8 терабайт. Вскрыть ноутбук проблематично, но возможно. Под крышкой мы видим, как хорошо собрана данная модель и систему охлаждения, которая состоит из 2 кулеров и трубки. Операционная система после обновления Sonoma 14.4.1. Система имеет обширные настройки, отличную экосистему. Wi-Fi используется 6 серии, а Bluetooth чип установлен в версии 5.0. Старенький ноут уже. По стабильности и скорости к Wi-Fi вопросов у меня не возникло. Летим дальше. Емкость аккумулятора 99,6 Вт-час, 8693 мАч. Заряжается ноутбук около 1,5 часов. Теперь поговорим о автономности и о производительности. В Geekbench 6 ноутбук показал следующие результаты. Single Core 2326, Multicore 11962, OpenCL Score 42176 и в Metal Score 68890. В Steinbench 2024 GPU 2463 PTS, CPU в одноядерном тесте 109 PTS и многоядерном 723 PTS. В Blader версии 4.0 Benchmark Score ноутбук выдал 202.86. Диск марки отличный результат на чтение 5863 мегабайта в секунду и запись 4673 мегабайта в секунду. В подобных программах, как Photoshop, проблем нет никаких, можно спокойно загружать проект слоями. Что касается видеомонтажа, напоминаю, что у меня на канале был также обзор на Apple MacBook Pro 13 дюймов 2020 года M1. Данная модель показала себя как машина для монтажа подобных роликов, которые вы наблюдаете у меня на канале, топово. Это топы девайсов от 1 часа по продолжительности в 1080p 60 fps, видеообзора на смартфоны 4К 60 fps от 20 минут до 1 часа и средние стандартные быстрые обзоры в 4К 60 fps. То же самое могу сказать и про Apple MacBook Pro 16 M1 2021. Рендер проектов продолжительностью около 10 минут проходит в среднем 13-17 минут. Я не буду перечислять все настройки рендеринга, цветокоррекцию, всевозможные эффекты, которые влияют на скорость рендера. Конечно, если мы говорим об удаленной работе, когда в этом есть необходимость. Для дома я советовал бы купить стационар. Всегда. Теперь, что касается отдыха. При просмотре видео на YouTube за 1 час уходит 6% заряда с включенной автоматической яркостью и 50% громкостью динамиков. В CSGO за 1 час уходит 50%. В Resident Evil 4 Remake за 1 час 72%. Играть можно, но, к примеру, Lenovo Xiaoxin Pro 16, который недавно был в обзоре у меня на канале, в играх показал себя лучше. Да и стоит он гораздо дешевле, конкретно в 2 раза. Отмечу, что CS2 не встает через Steam на данную модель от Apple. CSGO уже устаревшая версия игры, и кроме как с ботами там не поиграть. Система охлаждения справляется хорошо, ноутбук не перегревается, есть только слегка ощутимое тепло по корпусу. Минусы: нет USB-порта, челка у экрана, не для игр, цена и, разумеется, он вообще совсем не свежий, но свежий я не вижу для своих задач смысла покупать, потому что мне нужен хороший экран, и этот процессор любые виды рендеринга поедает не хуже, чем M3. Опять же, по моим меркам и для моих задач. Если я 10-часовые фильмы не делаю, зачем мне что-то более мощное? Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Напоминаю, что этот ноутбук мой теперь, и можете про него что-нибудь спрашивать. Думаю, лет 5 он у меня еще отработает. Резюмирую. Apple MacBook Pro 16 M1 2021 дорогой ноутбук в целом, как и вся продукция от Apple. Он имеет топовые материалы и сборку, топовый экран, отличную экосистему, обширный функционал, хорошую производительность и отличную автономность, учитывая перечисленное. Надеюсь, что если вы посмотрели этот ролик, вы понимаете, что ноутбуки Apple это вообще не про игры. Надеюсь, что если вы смотрите этот
этот ролик, вы понимаете, что я этот ноутбук брал под свои задачи. Если у вас задачи какие-то другие, то вполне возможно, вам он не нужен такой. Это узконаправленная рабочая лошадка. От меня девайсу, несмотря на цену, однозначно да. Я долго для себя что-то выбирал. Если я детям выбрал VivoBook на OLED, который стоил в 2 раза дешевле, то мне нужно что-то с адекватным процессором и большим экраном. Вот эти 16 дюймов мне и нужны. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.